Боевой корабль США заблокировал российское судно. Громкие события разворачиваются в океане. Флот поднимает по тревоге, а миллионы тонн российской нефти застряли в море. Британия начинает подготовку к переброске войск в Украину. Кремль срочно готовит ответные меры. Эскалация растет. Будет ли мир на празднике? Крупнейшие страны прямо сейчас согласовывают пункты договора по Украине, и уже известен ответ Киева. Путин срочно надел военную форму и прибыл в штаб войск. Что случилось? Глава Кремля сделал резкое заявление. Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 21 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Мир на празднике. Вашингтон ждет от Киева проект мирного соглашения уже к 27 ноября. Ведь именно тогда в Соединенных Штатах празднуют День Благодарения. И это не утечка, а позиция, которую Financial Times описывает как срочное давление на украинскую сторону. По данным Financial Times, США хотят получить от Украины согласованный документ и затем передать его Москве. Белый дом рассчитывает завершить предварительный цикл уже к началу декабря в окно, которое в Вашингтоне считают удобным для запуска новой политической инициативы, которая способна изменить ход войны. В Киеве работают над собственным пакетом предложений, и, как пишет The Wall Street Journal, уже изменен один из ключевых предложенных американцами пунктов. В первоначальной версии США требовали полного аудита всей международной помощи Украине. В согласованном же Киевом варианте этот пункт исчез. Его заменили формулировкой о полной амнистии всем сторонам за действия во время войны. Накануне офис президента Украины подтвердил, Владимир Зеленский получил от американцев проект плана, при этом медиа публикуют инсайды о том, что администрация Трампа тайно консультировалась с Россией по поводу возможной формулы прекращения войны. Белый дом позже сообщал, что госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уитков уже обсуждали этот план с некоторыми украинцами, но кто именно участвовал в обсуждениях, не уточняется. Европейцы реагируют жестко, но без паники. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, у подобных планов должно быть только два пункта. The EU has a very clear two-point plan. У нас есть двухпунктовый план. Первый — это давление на Россию. И сегодня мы очень подробно обсуждали, как работать с теневым флотом. Потому что на нашей встрече также присутствовал глава европейской разведки, который представил конкретные примеры и цифры того, как санкции против теневого флота действительно влияют на российские доходы, используемые для финансирования этой войны. Это наш подход. На этом фоне требование США к Киеву успеть до 27 ноября выглядит не просто дипломатическим нажимом, это попытка навязать темп, который может изменить всю конструкцию переговоров еще до того, как Украина официально озвучит свои условия. Украинская дипломатия дала самый жесткий сигнал за последние недели, и вначале прозвучало то, что перечеркивает любые намеки на территориальные компромиссы. Киев недвусмысленно показывает, торг за землю невозможен. Украина не примет никаких ограничений на свое право на самооборону или на размер и возможности наших вооруженных сил, и мы не потерпим никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать союзы, в которые мы хотим вступать. Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы. Речь и о суверенитете, и о свободе выбирать союзы, то есть о полном праве Киева определять собственную безопасность, а не о подарках к празднику. Следим дальше за развитием событий. Напоминаю, что все ваши мысли нужно оставлять в комментариях под этим видео. Путину понравилось ходить в военной форме, и теперь он ее не снимает. Но по случаю решил провести очень важное совещание, как заявляется в Кремле, в одном из командных пунктов группировки «Запад». Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. И это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны.
Сам захватил власть, разогнал оппозицию, посадил полстраны, переписал Конституцию под себя и распоряжается триллионами из бюджета. И после этого всего всерьез рассказывает, что золотые горшки якобы у кого-то другого. Но кроме того, оказывается, представители сил обороны Украины чуть ли не толпами идут сдаваться в плен. Просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся. Что ему там рассказывают вообще? Как думаете, это бояре такую информацию приносят или он сам придумывает? Пишите в комментарии под видео, интересно узнать, что вы думаете на самом деле. А сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов, каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с нами, и продолжаем. В Петербурге произошел случай, который мгновенно превратился из уличной сцены в дипломатическую проблему. Польский посол оказался окружен агрессивной группой людей, выкрикивавших антипольские и антиукраинские лозунги. Только потом стало понятно, что это была группа так называемых патриотов, которые просто напали на польского дипломата и требовали прекратить помогать Украине. Посол держался достойно, и теперь Варшава требует от Москвы официальных объяснений. Поначалу это были словесные виды, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешались охранники посла. Министр иностранных дел Польши жестко напомнил безопасность посла, обязанность страны-хозяина, и Россия несет прямую ответственность за произошедшее. Министр обороны Польши Владислав Косiniak-Kamysz говорит, что Польша будет добиваться строгого соблюдения международного права и защиты своих дипломатов. Он подчеркивает, Москва демонстрирует стратегию «одно говорят, другое делают», и вместо нормализации отношений продолжает провокации, саботаж, диверсии, нарушение воздушного пространства и глушение GPS-сигналов. На это необходимо ответить. Это недопустимо с точки зрения международного права. Защита дипломатических представителей, аккредитованных в данном государстве, закреплена в нормах международного права. Поэтому мы будем требовать соблюдения международного права, соблюдения дипломатических принципов и защиты польских дипломатических представителей. Радослав Сикорский отдельно прокомментировал лозунги, которыми атакующие сопровождают акцию. На одном из плакатов было написано «Когда Польша перестанет помогать Украине?». Ответ министра был коротким: поддержка закончится тогда, когда Россия прекратит бомбить украинские города. На фоне диверсий на польской железной дороге и всплеска российских пропагандистских атак подобный эпизод воспринимается не как случайная выходка, а как часть куда более напряженного политического плана. А как думаете вы, может быть, это реакция на закрытие последнего диппредставительства РФ в Польше? Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Пишите в комментарии обязательно. Боевой корабль США заблокировал российское судно. Американский флот развернул танкер с топливом, который пытался дойти до Венесуэлы. Причем уже трижды. Судно отправили к Кубе, оно снова попыталось прорваться и снова было остановлено. Bloomberg пишет, что это уже целая морская охота, которой Москва ничего не может противопоставить. Параллельно с этим вступили в силу новые санкции США, и теперь почти 48 миллионов баррелей российской нефти зависли в море. Более 50 танкеров Роснефти и Лукойла болтаются между Балтикой и Южно-Китайским морем, не зная, куда швартоваться. Индия срочно ищет альтернативу, Китай делает вид, что еще думает, а посредники разбегаются, как только видят русскую нефть в накладных. Американский флот показывает силу, Москва ее проглатывает, а российские танкеры превращаются в бесхозные бочки, которым все тяжелее найти покупателя. Теперь нефть мчится по морям без хозяина, а хозяин Кремля без денег. Лондон готовит заход войск в Украину. Британия фактически расписала план своего военного появления на украинской земле. Правда, сразу после прекращения огня. Bloomberg пишет, что Лондон уже выбрал конкретное подразделение, прописал их задачи и готов выделить более 100 миллионов фунтов на старт миссии. И это не обучающие курсы, а полноценная миротворческая операция с военными штабом и авиацией.
Мы уже провели рекогностировки в Украине, и поэтому мы знаем, какие подразделения будем использовать, знаем, как их развернем и какие задачи они будут выполнять. Эти планы будут окончательно согласованы с другими членами коалиции, чтобы соответствовать потребностям Украины, и будут корректироваться в зависимости от условий любого мирного соглашения. По данным издания, Великобритания хочет развернуть координационный штаб в Киеве, заняться подготовкой украинских сил и подключиться к воздушной обороне. Параллельно Лондон обсуждает с Турцией, Румынией и Болгарией усиление Черноморской группы, чтобы разминировать акваторию и пробить безопасный коридор для судов. Если план сработает, в Украине появится первая крупная западная миссия, способная изменить баланс сил в регионе, и это поставит Кремль в ситуацию, в которой у него не так много вариантов ответа. Никто не ожидал, что это случится так резко, но рынок просел, будто кто-то выдернул шнур из розетки. Биткоин за несколько часов рухнул почти на 10%, пробив апрельский минимум и нырнув ниже психологически важной отметки $85 тысяч за штуку. Согласно данным CoinMarketCap, утром стоимость биткоина обвалилась на 9,48%. На крупнейшей криптобирже Binance падение было еще глубже, на минус 9,58%. Рынок лихорадит, ликвидации позиций растут, а трейдеры уже гадают, что стало триггером обвала. Крупные распродажи китов, регуляторные риски или банальная паника, которая обычно распространяется быстрее любого блокчейна. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.